Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. А вы знаете, что слова «каждый», «всякий», «любой» – это местоимение? Да, такое же местоимение, как я, ты, он, она и так далее. Да, тоже местоимение, но другой тип. А вы знали, что местоимение «всякий», «каждый», «любой» указывает на отдельное лицо, на отдельный предмет из числа многих однородных предметов и лиц. Например, каждый человек помогает мне, или любой человек помогает мне, или всякий человек помогает мне. Но вот какая разница между этими тремя словами, тремя местоимениями? Давайте в этом видео и будем разбираться. Ну, во-первых, все эти местоимения, конечно же, изменяются как прилагательные, у них окончание, как у прилагательных, то есть каждый день – это он, каждая девушка – это она, каждое время – это оно, каждые дни – это они. То же самое и со словами «любой» и «всякий». И эти три слова, каждый, любой, всякий, согласуются со словом, которое идет рядом с ним, то есть существительным. Но иногда эти три слова могут сами выступать как самостоятельные существительные. Это знает каждый. Спросите любого. Это можно сказать о всяком. Любой поймет вас. Это то, что между ними общее. А теперь, что их отличает друг от друга? Каждый или же один из всех в данном кругу, в данной группе, или же взяты отдельно из ряда подобных, похожих. Мама каждому ребенку купила сладости. Он вскопал землю под каждым деревом. У нас группа деревьев, и под каждый по одному из этой группы. Каждый ребенок, каждое дерево. Или же каждую субботу вы смотрите новое видео. Каждые 10 дней нужно оплачивать абонемент в спортзал. Следующее слово – любой, что значит один из многих и не имеет значения какой. Важно, что у слова «любой» есть значение свободы выбора. Вы можете выбрать одного из группы лиц. Любой может сказать, сколько будет дважды два. Любой может купить билеты в кино, это не так уж и трудно. Да возьмите любую газету, мы просто хотим почитать. Обратите внимание, что нам не важно, какую газету вы возьмете, но мы даем вам свободу выбора. Решите сами, какую газету вы хотите взять. Следующее слово «всякий» указывает на разнообразие лиц, предметов, явлений. И обозначены все это разнообразие одним существительным. Всякий человек, всякая группа, всякие люди, всякий звук, всякий повод. Очень часто мы используем слово «всякий» со словами, которые не исчисляются, то есть всегда только в единственном числе. Всякий раз, во всякое время, или же используем с собирательными существительными. Всякий мусор, всякое добро и так далее. Например, туда заходят всякие люди. Или на полках магазина лежали всякие товары на любой вкус. А еще, если мы добавим к слову «всякий» предлог «без», то у нас усилится отрицание. Без всякого интереса. Не просто без интереса, а без всякого интереса. Без всякой жалости усиливается отрицание. И одно устойчивое выражение, которое вы должны знать: на всякий случай. Что значит без явной цели? Но мы предполагаем, что какая-нибудь надобность, необходимость будет. Возможно. Мы решили на всякий случай купить билет. Мало ли, а вдруг захотим пойти.
Или на всякий случай я взяла с собой зонт. Может быть, будет дождь. Вот и все. В этом видео я постаралась объяснить вам значение слов любой, всякий и каждый. Как вы видите, между ними есть много общего, но также есть и различия. Давайте проверим, как хорошо вы поняли эту тему. Напишите в комментариях предложения, ваши варианты контекстов с каждым из этих слов. Всякий, любой, каждый. Подписывайтесь на канал Russian Language Club. Давайте дружить, общаться в социальных сетях. И пока-пока. До скорой встречи.